Ну, а теперь перейдем ко второму вопросу. Вопрос, который взволновал вас, дорогие слушатели, больше всего после вопроса о наступлении на прошедшей неделе, это слухи, подозрения о том, что Китай начал поставлять военную технику, бронетехнику Российской Федерации. Речь шла, насколько я понимаю, о вот этих бронемашинах под названием «Тигр», китайский «Тигр», которые засветились в Чечне. Значит, скажу вам сразу, что с моей точки зрения это ИПСО, российское ИПСО. То есть там не такой страшный, не так все страшно, как это пытается разыграть прежде всего Кремль и Путин. Значит, поясняю. История о том, что на территории Российской Федерации появились китайские бронемашины, которые назвали это «Тигр-2» или китайский «Тигр». Толчком для нее послужила фотография, размещенная Кадыровым, Рамзаном Кадыровым. По-моему, он в Инстаграме это все сделал. И там даже надпись была. Но я его лично не видел, эту фотографию. Я сейчас ссылаюсь на данные американских экспертов, которые разбирали этот вопрос. И там, то ли позже он сказал, то ли прямо там было написано, что китайцы начали поставлять бронетехнику Российской Федерации для специальной, так называемой, военной операции в Украине. Что произошло? Значит, «Тигр». Что такое китайский «Тигр»? Это бронированный автомобиль, который, как говорят эксперты, подходит не столько для военных, сколько для полицейских целей. Для, например, разгона демонстраций. У него экипаж, командир, водитель, и там могут поместиться до 9 вооруженных человек. Компания, которая выпускает эти автомобили, это находится на севере Китая, и поставляет этих «Тигров» во многие страны мира. Вообще надо сказать, что по данным Стокгольмского института проблем мира, СИПРИ, торговля бронетехникой занимает второе место в военном экспорте, в экспорте вооружений Китая. Там, по-моему, 392 миллиарда долларов. Или миллиона долларов. Она идет на втором месте после авиации. Так вот, за последние годы, начали ее они где-то в 2012 году экспортировать, эту машину. Она была поставлена в целый ряд стран. И на Багамские острова, и в Сомали, в Танзании, по-моему, в другие страны Африки, и в Камбоджу, и, самое главное, я так считаю, она была поставлена в Таджикистан. Ну и затем вот она появилась у Кадырова. Представители СИПРИ, то есть этот Стокгольмский институт, который следит за всеми подобными поставками, особенно с началом, что касается Российской Федерации, в связи с началом агрессии против Украины. Они не нашли в базе данных, где должны отражаться такие поставки, никаких сведений о поставке в Россию. Плюс все сопутствующие обстоятельства, вот то, что делает сейчас Китай, свидетельствует о том, что Китай просто не мог бы поставить целенаправленно в Россию эти машины. Потому что это противоречит всем тем главным целям, всем тем главным усилиям, которые предпринимает Китай в настоящее время. Это последнее, что ему надо. Ну, с точки зрения, допустим, прибыли. Ну, что такое несчастные 8 этих самых бронемашин для Китая? Но это не деньги совершенно. Абсолютно не деньги, это не масштаб. Это не масштаб государства, которое представляет себя сверхдержавой и которое сейчас разыгрывает серьезнейшую комбинацию, разыгрывает для того, чтобы при помощи своих сателлитов, таких как Российская Федерация и примкнувший к ним еще Иран,
ну, фактически вытеснить Соединенные Штаты из различных регионов мира. Ближний Восток, допустим. И я вам рассказывал, главная заповедная мечта – вытеснить весь Запад, не только Соединенные Штаты, а весь Запад с Евразии. И таким образом поставить этот суперконтинент под свой контроль. В Китае есть много проблем, и эти проблемы, они, ну, там, скажем так, неоднозначные. Вот, допустим, взять этот треугольник: Китай, Россия, Иран. Китай не собирается строить. То есть Китай развивает отношения с этими странами, но развивает отношения с ними как с сателлитами, которых он должен быть, ну, по крайней мере, первый среди равных, а лучше всего безусловный доминант, то есть альфа-самец. И в отношении с ними Китай не может идти на такие шаги, которые будут действовать в ущерб его главным устремлениям. Вот тут на прошлой неделе вышла интересная статья, которую опубликовал Атлантический совет. Эта организация, многие из вас, наверное, знают, там работают два бывших посла Соединенных Штатов в Украине. Эта организация очень хорошо относится к Украине, поддержит ее, в том числе и лоббистскими усилиями, и аналитическую, моральную поддержку оказывает. И вот они опубликовали статью о отношениях между Пекином и Москвой, которую написал Андерс Аслунд. Это, я думаю, для многих в Украине известно это имя. Человек, безусловно, осведомленный. Он работал в 90-е годы советником правительства Ельцина по реформам. Он также работал в Украине, не помню в какие годы, если не ошибаюсь, наиболее активно во времена президентства Кучмы. И вот, что касается взаимоотношений Пекина и Москвы. По мнению автора статьи, Китай уже готовится к постпутинской России. В этой связи, внимание автора привлек визит Мишустина в Пекин, который последовал за визитом Си Цзиньпина в Москву. Но прежде всего отмечается, что в ходе визита в Москву Си Цзиньпин практически ничего не дал Путину. Первое. Второе. В ходе этого же визита премьер Китая пригласил Мишустина в Китай, что он и сделал во главе большой делегации. Его там на следующий же день приняли в большом зале народных представителей. Принял сам Си Цзиньпин. Опять, как подчеркивает автор статьи, в нарушении всех и всяческих протоколов, которых обычно тщательно придерживаются китайцы. Никаких особых достижений в плане подписания договоренностей, каких-то там соглашений, контрактов этот визит Мишустина не имел. Но когда он вернулся обратно, то есть он еще член, помимо всего прочего, Совета Безопасности из 13 человек, который состоит, и который проводит свои заседания примерно раз в 10 дней. Так вот, он принимал участие в заседании накануне визита в Пекин, а потом приехал оттуда, и, по идее, он должен был отчитаться. Это же важный, важнейший визит в страну стратегических союзников, от которой полностью зависит существование российской экономики, исход вот этой военной авантюры Путина в Украине. Так вот, Мишустина не было на 2 последующих заседаниях. И его не заслушали на Совете Безопасности по результатам его поездки в Пекин. Что, по мнению авторов статьи, свидетельствует о том, что Путин очень ревностно и болезненно отнесся к этому визиту. Он понял, авторы статьи считают, что так и есть, что Пекин уже рассматривает Россию без Путина. И его преемником они видят Мишустина. Надо ли мне вам рассказывать, насколько эта мысль является нетерпимой и ужасной для
параноидального человека, которым является Путин. Дальше, значит, характеризуя отношения в целом между западным миром, Китаем и Россией, автор статьи выделяет несколько важных моментов. Первый. Китай боится вторичных санкций США и Евросоюза больше, чем он заинтересован в поддержке России. То есть, если на чашу весов поставить, с одной стороны, надо поддерживать Путина, с другой стороны, надо избегать санкций Европы и США, то вот эта вторая чаша, она перевесит. Это более важно для Китая, чем отношения с Путиным и его поддержка. Дальше. Они обратили внимание, проанализировали 12 план из 12 пунктов. Мы его с вами неоднократно обсуждали. И вот на что они обратили внимание. То есть он аморфный. И сейчас, вот в ходе недавнего визита китайского Ли Хуэя, китайского представителя в Европу, в Россию и в Украину, там была информация, что якобы Китай сейчас предлагает даже оставить уступить какие-то оккупированные территории Российской Федерации, украинской территории России, что считается неприемлемым для Запада и для самой Украины. Так вот, значит, автор статьи считает, что китайцы намеренно сформулировали такое аморфно это положение, чтобы дать им возможность гибкости в ходе переговоров. Они забросили сейчас эту идею, если можно верить этим утечкам информации. То есть официально нигде ни от кого я не слышал о том, что у них такая позиция. Но, возможно, представим, что это так, они попытались забросить удочку насчет уступок этих украинских территорий России в качестве отправного пункта для дальнейшей торговли. А торговля дальнейшая следующая. Китай на самом деле, как сформулировали эти 12 пунктов, утверждает, что урегулирование войны в Украине должно базироваться на уставе ООН, международном праве, признании суверенитета Украины и территориальной целостности, что однозначно указывает на то, что российские войска должны уйти. То есть вот вам масштаб китайской гибкости в этих переговорах. От того, а давайте, может быть, на дурака. Давайте подумаем о том, как урегулировать, пожертвовав какими-то украинскими территориями до того, что Путин должен уйти. Вот как сказано было в предыдущем, значит, абзаце или в пассаже. Китай недоволен Путиным и рассматривает уже его возможную замену. И видит эту замену в лице Мишустина. И, наконец, последнее важное обстоятельство. Исключив Мишустина, вернее, не пригласив, не дав, запретив, он имеет право идти без всякого приглашения. То есть ему, видимо, сказали, не появляйся. Не дав возможности Мишустину посетить 2 последующих заседания Совета Безопасности России, Путин тем самым высказал свое отношение к визиту Мишустина, к самому Мишустину и косвенно к китайскому патрону. То есть вот между этими 3, так сказать, акторами Китай, Мишустин, Путин уже зреют какие-то там возможные противоречия. Это вот такая картина. Дальше, вот сейчас, когда якобы Китай поставил эти бронетранспортеры или бронемашины в Российской Федерации, китайские представители из кожи лезут вон в Евросоюзе для того, чтобы добиться отмены почти уже готового решения ЕС ввести санкции против 8 китайских компаний, которые пойманы были Евросоюзом в том, что они действительно поставляли компоненты двойного назначения. Видимо, там речь идет в основном о микрочипах. И для Китая это принципиальный вопрос. То есть страна, которая позиционирует себя как мировой игрок, как сверхдержава, которая сейчас вот перекраивает мир, для нее недопустима сама идея о том, что сейчас 8 ее компаний, хоть это не государственные компании, и будут санкционированы, это дико.
брошены все силы китайской дипломатии на это, чтобы не допустить и в этих условиях поставить эти несчастные тигры в распоряжение этого самого как Кадырова. Это, я считаю, верх был бы безумия. Как это все объяснить? Объясняю. Вот с моей точки зрения, это, скорее всего, проведенное активное мероприятие Кремлем через российские спецслужбы. Или назовите его ИПСО, кто не совсем понимает, что такое активное мероприятие. То есть Китай поставил это оружие целому ряду стран в той же Африке и, внимание, Таджикистан. Был ли там end-user agreement или соглашение о конечном пользовании, что нельзя отдавать это никому другому, или не был. Но если представить, что поставлено это было Таджикистану, в рамках ОДКБ Китая, то есть Таджикистан мог бы передоверить поставку, то есть эти машины Российской Федерации в рамках какого-нибудь соглашения союзнического ОДКБ. Или же за большие деньги. Зачем там нужно присутствие Кадырова? Ну, естественно, для того, чтобы сделать эту цепочку. То есть это не поставка китайских бронемашин Российской Федерации. Это Российская Федерация где-то их надыбала, у кого-то взяла каким-то образом, или за большие деньги, или за угрозы, или еще как-то. Я предполагаю, что вполне возможно это был Таджикистан. И тут же это все было продемонстрировано на весь мир Кадырову. Ведь по большому счету, если бы это действительно была китайская поставка, и России хотелось бы надеяться, что они продлятся, а вслед за бронемашинами последует еще что-то, танки, боеприпасы, ракеты там и так далее, то это все надо делать тихо, под строжайшим покровом секретности. Вот как бы это все делалось, эта поставка, если бы это была реальная поставка Китая, сознательная для войны в Украине. А если это поставляет, то есть представляет Кадыров в своем инстаграме со своими комментариями, что это для Украины, то это подстава, как это называется в спецслужбах. Это подстава, это активное мероприятие ИПСО, цель которого показать, с одной стороны, Путину, Китай с нами, и это настолько ему сейчас необходимо, что он готов пойти на обострение отношений, если хотите, с Китаем. Потому что Китай так просто этого не простит. Он не позволит играть к этому заморышу вот такие игры за его спиной, в то время, когда они проводят такую работу в Евросоюзе. То есть, еще раз, это свидетельствует о отчаянном положении Путина, в котором он находится, который пытается, решать свои вопросы за счет, по большому счету, репутацию своего старшего товарища. Ну и как будет развиваться дело дальше, посмотрим. Я посмотрел эти статьи, которые были опубликованы на эту тему. Авторы статьи звонили. Одна из статей это в Блумберге была, а другая это в Блумберге по поводу усилий Китая в Евросоюзе, чтобы не ввели против них санкции, против 8 компаний. Были также в Defense News, и корреспонденты газеты отзвонились в компанию, которая производит эти бронетранспортеры. Она ничего не ответила. Министерство иностранных дел Китая сказало, что ничего не знает, понятия об этом всем не имеет. Короче говоря, остался вот только на острие ножа или копья оказался Кадыров, который заявил, что Китай поставил. Подождем дальнейшего развития событий. Я думаю, что это фейк. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Внимательно наблюдаем за дальнейшим развитием наступления. Еще раз, я очень надеюсь, есть основания рассчитывать, что нас ждет прорыв. Мы обязаны его сделать, потому что выхода нет ни у нас с вами,
как мы с вами находимся все в одной лодке, не у Украины и не у ее союзниками. Поскольку, как мы обсуждали совсем еще недавно, вот в предыдущих видео, по поводу того, кто будет контролировать Евразию, речь идет фактически о том, кто будет управлять миропорядком. И так просто позволить это бункерному, значит, все это дело провернуть со своими 1,5% мирового ВВП и со второй армией мира. Первая – это Пригожинский. Пригожин сейчас сказал, что у него первая армия мира, значит, у Путина вторая армия мира после Пригожинской, да, и позволить этим ничтожествам, значит, добиться успеха, я лично не могу представить. Поэтому, как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!